Глава 276. Принятие мер. Близкий друг. Может быть, это тот человек, которого даосист хотел спасти с помощью духовных растений. Ханьли, казалось, небрежно спросил об этом, но он был очень доволен. Он был сильно обеспокоен тем, что не сможет поднять вопрос о том мастере заклинаний Ци-Юнься. Он, естественно, не мог пропустить эту прекрасную возможность. Ци-Юнься был ошеломлен, когда Ханьли задал этот вопрос и немного колебался. Но вскоре после этого он подумал о чем-то и решил, кивнув головой, старший не ошибся. Этот духовный чай действительно был сделан этим близким другом. Благодаря тысячелетнему духовному растению, которое я купил у старшего, жизнь моего друга была спасена. Однако, хотя ее жизнь была спасена, но его рана восстанавливается чрезвычайно медленно. Следовательно, поэтому младший хочет бесстыдно спросить старшего, нет ли у него еще одного тысячелетнего духовного растения или хотя бы 800-летнего. В этом случае мой друг полностью выздоровеет. Взамен я могу пообещать всевозможные флаги в обмен на это духовное растение. Сказав это, лицо Ци-Юнься замерло в ожидании, продолжая внимательно смотреть на Ханьли. Когда Ханьли услышал слова Ци-Юнься, он был слегка удивлен, но вскоре расслабился. Поскольку ему по-прежнему было что-то нужно от Ханьли, казалось, он сможет преуспеть в своей просьбе о восстановлении транспортной формации. Однако Ханьли сделал удивленное лицо. Это заставило Ци-Юнься почувствовать, что тот должен был бы оказать Ханьли услугу. На какое-то время Ханьли задумался, а затем нехотя сказал: «У меня есть подобное духовное растение, но я собирался использовать его, чтобы усовершенствовать пилюлю, так что…» Несмотря на то, что Ханьли не закончил говорить, его выражение лица было достаточно, чтобы Ци-Юнься понял всю трудность решения этого вопроса. В конце концов, Ци-Юнься должен четко знать, что такое усовершенствование пилюлю для культиватора стадии заложения фундамента. Сначала, когда Ци-Юнься услышал, что у Ханьли было такое духовное растение с собой, он был безмерно рад. Однако, когда он услышал следующие слова, выражение его лица стало крайне тревожным. Не дожидаясь, когда Ханьли закончит говорить, он тут же перебил его с почти умоляющим тоном: «Младший знает, что просить Ханьли передать духовное растение – это немного сложно. Однако, я действительно глубоко чувствую боль от того, что мой дорогой друг страдает изо дня в день. Если старший согласится уступить ему это духовное растение, я готов на что угодно». Когда Ханьли услышал слова другой стороны, его выражение лица изменилось. Даже если магические инструменты Ци-Юнься для создания формаций не были полноценными, они по-прежнему были невероятно мощными и редкими заклинаниями. Если бы у него было несколько комплектов под рукой, он смог бы увеличить свою защиту в несколько раз. К тому же, эти заклинания могли пригодиться и для атаки на врагов, с их помощью он мог заманить их в ловушку. Это также было бы еще одним острым методом нападения. Однако основная цель этой поездки заключалась в том, чтобы другая сторона восстановила поврежденную транспортную формацию. Если бы он взял несколько магических орудий создания формации, то он не решил бы этот вопрос, а если бы попросил слишком много, то мог показаться слишком жадным. Ханьли в настоящее время не желал, чтобы эти двое стали враждебно настроены по отношению к нему. После того, как Ханьли обдумал это, он намеревался отказаться от обмена другой стороной и поднять вопрос о транспортной формации. Но в этот момент снаружи раздался внезапный вопль молодой женщины. «Молодой мастер Ци, помогите! Молодая девушка из моего клана попала в беду. Пожалуйста, спасите ее!» Лицо Ци-Юнься сразу же изменилось, когда голос раздался из-за стены. Он поспешно встал и вышел из комнаты, даже не сказав ничего своему гостю, Ханьли. Стоящий сбоку хозяин магазина также выбежал из комнаты с испуганным, бледным лицом. Ханьли поднял брови, но выражение его лица не изменилось. Тем не менее, он чувствовал себя озадаченным и медленно вышел с руками за спиной. За пределами комнаты Ци-Юнься и хозяин магазина внимательно слушали взволнованную женщину в возрасте около 19 лет. Эта девушка была прихорошенькой. Она говорила о чем с встревоженным выражением на лице. Но как только она увидела незнакомца, она тут же замолчала. При виде этого Ханьли улыбнулся, словно не обращая на это внимания. Он остановился и не стал подходить ближе. Но после того, как Ци-Юнься повернулся и посмотрел на Ханьли, оказалось, что тот схватил целебное растение и подлетел к Ханьли. Он взволнованно начал его умолять: «Старший, этот близкий друг в настоящее время сдерживается культиваторами со злым умыслом. Прямо сейчас только старший может ее спасти. Если старший согласится принять меры, младший обязательно высоко отблагодарит его. Не могли бы вы объяснить мне, в чем дело? Вы хотите сказать, что молодая женщина, дорогой друг, мастер формирования заклинаний?» Ханьли нахмурился, будучи слегка удивлен. «Верно.
5 магических инструментов создания возобновляющегося заклинания 5 стихий, которые я ранее передал старшему, были совместно усовершенствованы мной и этой молодой леди. Поспешно сказал Цзюнься, нетерпеливо глядя на Ханьли. Именно в этот момент симпатичная женщина обнаружила, что она не способна понять, на каком уровне культивации был Ханьли. Так что, очевидно, уровень его культивации был очень высоким в сравнении с ее 5-м уровнем стадии концентрации ци. Когда она поняла это, она была в шоке и со страхом взглянула на Ханьли. Ханьли повернулся к женщине и громко проговорил: «Может ли эта молодая женщина объяснить все еще раз? Я хочу знать всю историю». Хотя Ханьли знал, что это была отличная возможность получить благосклонность, ему нужно было знать численность и уровень культивации. Он не хотел терпеть неудачу, чтобы самому потом нуждаться в спасении. Ох, вот как. Сегодня молодая леди и я были неподалеку. Когда красавица увидела, что Ханьли интересовался ситуацией, она тут же повторила свой рассказ. Изначально у этой молодой женщины закончились высокоранговые чайные листья для усовершенствования их в духовный чай. Она, как и раньше, она отправилась на близлежащую гору нефритового облака, чтобы собрать несколько чайных растений, но неожиданно натолкнулась на группу культиваторов уровня концентрации ци. Когда хозяйка и слуга увидели, что появилось много культиваторов, они уже почувствовали, что что-то не так, и намеревались немедленно покинуть гору. Но кто бы мог подумать, что там окажется человек, который узнает в этой женщине мастера заклинаний, который создала заклинание для небольшого клана. Этот человек немедленно сообщил об этом остальным. В результате эта группа культиваторов решила похитить ее, чтобы та передала им свои знания о заклинаниях формирования. Однако молодая мадам была исключительно сообразительной и не ждала, когда противник начнет действовать, и тут же попыталась сбежать с горы. Но люди неизменно преследовали ее, постепенно приближаясь. Вскоре она поняла, что не сможет сбежать и будет захвачена. Не имея другого выхода, она решила использовать флаги для создания формации, которые у нее были под рукой, чтобы спастись внутри ограничительного заклинания. Затем она послала свою служанку к Цзюнься, чтобы позвать на помощь. Когда Ханьли услышал этот рассказ, он что-то нерешительно бормотал себе под нос. По словам молодой женщины, врагов было 7 или 8 человек на стадии концентрации ци. Благодаря полученной информации, Ханьли больше не сомневался и решил помочь. С этой мыслью Ханьли кивнул головой и сказал: «Мы спасем эту молодую госпожу. Проводите нас». Сказав это, Ханьли под благодарным взглядом Цзюнься взмахнул рукавом, и перед ними тут же появилась маленькая лодка. За доли секунды она увеличилась в размерах. «Все на борт. Мы должны спасти того, кто оказался в опасности». Хотя этот магический инструмент немного мал, он летает очень быстро. Так что проблем с 4 или 5 людьми не будет. Тело Ханьли вспыхнуло и появилось на лодке. Затем он повернул голову и сказал это другим. Цзюнься и молодая женщина внезапно тут же сели на его лодку. Но когда хозяин магазина решил взойти на борт, Цзюнься остановил его и сказал: «Дядя Линь, ваш уровень культивации слишком низок, так что будет лучше, если вы останетесь здесь. Мы вернемся сразу же, как только спасем ее». Когда хозяин магазина услышал это, он, казалось, колебался. Но он знал, что Цзюнься хорошо его понимает, поэтому он все же остался. Таким образом, Ханьли и другие вылетели на маленькой лодке, превратившись в полосу белого света, скрывшуюся за горизонтом. Ханьли быстро летел на юг своей лодки божественного ветра. Ее скорость действительно поразила 2 пассажиров на ней. Вскоре после этого они оказались в лесу над осажденным ограничительным заклинанием. В этот момент 7 или 8 человек злобно атаковали формацию своими магическими инструментами. Казалось, что заклинание уже было близко к разрушению. Когда Цзюнься увидел это, его глаза покраснели, и он тут же захотел спрыгнуть. Тем не менее, Ханьли удержал его, строго сказав: «Не спешите. Кажется, магические инструменты, которые они используют, неплохи. Судя по всему, они принадлежат к какому-то клану культиваторов. Поскольку они знали, что это молодая госпожа, мастер заклинаний, даже если бы вы побили их здесь, они продолжали бы преследовать вас в будущем. Было бы лучше, если бы я помог вам устранить их, полностью уничтожив проблему». Когда Цзюнься услышал, что эти люди будут неустанно преследовать их, он сердито кивнул головой. При виде этого Ханьли слабо улыбнулся, а затем посмотрел культиваторов внизу. Холодный свет блеснул в его глазах. Он вдруг поднял обе свои руки, а затем из одной вылетели 2 полосы черного света и 6 полос желтого. В мгновение ока они оказались перед этими культиваторами и окружили их. Ханьли убил их за доли секунды. Цзюнься и служанка, глядя на эту сцену, были очень потрясены. Хотя они и были культиваторами стадии концентрации ци,
Они не думали, что Хань Ли сможет легко и быстро убить столько людей разом. Стоит сказать, что самый сильный культиватор среди нападавших был на 12-м уровне концентрации ци. Сам Цинься был только на 9-м уровне. Хань Ли не обратил внимания на взгляды этих двоих, а просто опустил свой летающий магический инструмент на землю. Не дожидаясь, пока лодка Божественного Ветра полностью коснется земли, Цинься торопливо соскочил с ней, бросившись в лес, и закричал: «Инер! С тобой все в порядке. Все враги мертвы. Ты можешь покинуть формацию прямо сейчас». Глава 277. Синь-Жуинь. Когда Хань Ли увидел то, как Цинься бросился в лес, он широко улыбнулся. Хотя Хань Ли не очень разбирался в отношениях между мужчинами и женщинами, увидев, как тот потерял всякое самообладание, было совершенно очевидно, что Цинься относился к ней не просто, как к близкому другу, а был влюблен в эту женщину, мастера заклинаний. Иначе, почему еще он мог так переживать за нее? Служанка тоже последовала за ним, сгорая от беспокойства. Хань Ли терпеливо ждал за лесом. Спустя мгновение Цинься и эта симпатичная служанка радостно вышли из леса в сопровождении женщины в синей одежде. Не обращая внимания на вежливость, Хань Ли пристально посмотрел на эту женщину в синем. Она была среднего роста, с тонким, маленьким носом и яркими глазами. Когда они с Хань Ли встретились взглядом, она слабо улыбнулась. Кажется, этот Цинься уже рассказал этой женщине о нем. Честно говоря, эта женщина была менее симпатичной, чем ее служанка. Однако ее изящная и легкая походка, утонченные движения и черные глаза, казалось, могли компенсировать недостаток ее красоты. Если бы кто-то увидел эту женщину, он бы никогда не подумал, что она была недостаточно красива. Даже с первого взгляда было невозможно ошибиться, кто был из этих двоих мастером, а кто слугой. Когда Хань Ли увидел исключительно элегантную походку этой женщины, он почувствовал сильную головную боль. Тут и думать было нечего. Эта женщина определенно была очень сообразительной и умной, гораздо умнее, чем обычные женщины. Вполне вероятно, что переговоры с ней потребуют значительных усилий. Это абсолютно не могло быть так просто, как иметь дело с Цинься, где он полностью контролировал ситуацию. Большое спасибо старшему за то, что спасли меня. Это молодая женщина, Синь-Жуинь. У меня не хватит слов благодарности. Женщина в синей одежде не спеша подошла к Хань Ли и грациозно приветствовала его несколько раз. Ее голос был таким же сладким, как ароматный чай. «Юная госпожа Синь, не нужно быть слишком вежливым. Это не потребовало много сил. Однако, нам следует побыстрее вернуться. Вероятно, у этих людей есть поддержка. Если поблизости окажутся их старшие, это будет довольно хлопотно», — вежливо сказал Хань Ли, взмахнув рукой, указывая на то, чтобы они поспешили. Когда Цинься услышал слова Хань Ли, он несколько с тревогой кивнул головой в знак согласия и сказал: «Все верно, Инер. Давайте поторопимся и покинем это место. Здесь слишком опасно». С тех пор, как Цинься увидел Синь-Жуинь, он не сводил с нее глаз и ласково обращался к ней. В результате чего Хань Ли почувствовал себя немного смущенным, лицо Синь-Жуинь слегка покраснели. Она несколько застенчиво взглянула на Цинься и, помолчав немного, ответила: «Хорошо, но даже если мы уйдем отсюда, то эти трупы». Синь-Жуинь взглянула на трупы и, казалось, о чем-то задумалась. «Эту проблему легко можно решить, если я просто сожгу их», — сказал Хань Ли, не обращая на это внимания. Он взмахнул рукой, и тут же появилось несколько огненных шаров, которые немедленно подлетели к трупам и превратили их в пепел. На земле остались только их сумки. Видя, что Хань Ли с такой легкостью сжег трупы, лицо женщины слегка изменилось, а сердце слегка затрепетало, но она не была какой-то обычной хрупкой девушкой. Вскоре после этого ее лицо стало нормальным, и она немного поговорила с Цинься. «Мне не нужны предметы в этих сумках, что вы можете забрать их себе, если молодая госпожа не возражает. В этом случае вы точно не оставите никаких следов», — сказал Хань Ли, обращаясь к служанке Синь-Жуинь. «Старший, вы действительно дарите их мне». Когда молодая служанка услышала Хань Ли, она была приятно удивлена. Казалось, ей было трудно поверить в происходящее. Когда она увидела, что Хань Ли слегка улыбнулся и кивнул в знак одобрения, она сразу же сказала много слов благодарности и с радостью побежала собирать сумки одну за другой. С ее точки зрения, это был абсолютно счастливый случай, словно с неба прямо ей на голову упал огромный пирог с мясом. Эти сумки были обязательно заполнены сокровищами. Когда Синь-Жуинь увидела это, она была слегка поражена.
Но вскоре после этого ее выражение вернулось в норму, и, сказав несколько вежливых слов Ханьли, она села на летающую лодку вместе с Ци Юнься. После того, как эта симпатичная служанка также села на борт, счастливо собрав кучу сумок с высокоранговыми магическими инструментами, Ханьли также запрыгнул на лодку. Духовная сила немедленно высвободилась из его ног, и магический инструмент тут же взлетел в воздух. На половине обратном пути женщина в синей одежде попросила Ханьли и Ци Юнься остановиться, чтобы выразить официальную благодарность за спасение ее жизни, имея возможность приблизиться к своей давней привязанности, как мог Ци Юнься сказать слово «нет». Он с готовностью согласился. Ханьли также чувствовал, что это хорошая возможность упомянуть о своей просьбе восстановить транспортную формацию. Таким образом, под контролем Ханьли небольшая лодка повернулась и с большой скоростью полетела на северо-запад. По указанию Синь-Жуинь Ханьли через несколько часов прибыл на небольшую неприметную гору. Ханьли, помимо небольшого тумана вокруг этой горы, не заметил ничего необычного. Казалось, это была совершенно ничем не примечательная гора, как и множество других безымянных гор этого мира. Но Ханьли четко понимал, что резиденция мастера заклинаний определенно включает в себя множество защитных мер предосторожности. Тем не менее, он мало знал о формировании заклинаний, поэтому не смог обнаружить ничего таинственного поблизости, но не посмел показать и капельку сомнения. Под руководством женщины в синем Ханьли остановился в зарослях бамбука на полпути к горе. Это место было резиденцией Синь-Жуинь. Синь-Жуинь проводила Ханьли и Ци Юнься в довольно просторную бамбуковую комнату для отдыха. Она и ее слуга пошли в другую комнату, чтобы искупаться и переодеться. В конце концов, их одежда была очень пыльной из-за долгого преследования. Для девочек, которые, естественно, любят чистоту, это действительно было невыносимо. Ханьли сидел на бамбуковом стуле и с интересом смотрел на беспокойное выражение лица Ци Юнься. Время от времени Ци Юнься подходил к окну и смотрел на улицу. Казалось, что этот короткий миг для него длился целую вечность. Такое поведение было характерно для влюбленного. Ханьли нашел это по-настоящему забавным, он лишь слегка поднял уголок рта, не выдавая свою улыбку. Когда Ци Юнься случайно обернулся, он заметил это. Ци Юнься внезапно полностью покраснел и попытался объяснить свое поведение, прежде чем сесть на свое место, в полном смущении. Изящная, добродетельная женщина и благородный человек, что может быть лучше? Вам нечего стыдиться. Почему даосист Ци так против этого? Ханьли попробовал чай, стоявший на столе. Равнодушно улыбаясь, он с легкостью сказал это. Старший. Нет. Я не. Ци Юнься разволновался еще больше, в этот момент вошла служанка, и Ци Юнься, наконец, расслабился. Вскоре после этого изящной походкой в комнату вошла Синь-Жуинь. Ее белая одежда напоминала цветение лотоса, заставляя тех, кто смотрел на нее, быть ослепленными этой красотой. Жуинь премного благодарна старшему Ханьли и старшему брату Ци. Пожалуйста, позвольте этой скромной женщине предложить вам вино в знак признательности. После того, как Синь-Жуинь вошла в комнату, она подошла к девушке-служанке и взяла с собой чашку чая. Затем она наполнила их чаши. После того, как Ханьли взял чашку чая, он горько улыбнулся и внутренне вдохнул. Я действительно не понимаю эту женщину. В ее словах нет ничего. Хотя она ничего не обещала, она тоже не дает нам выбора. Когда Ци Юнься увидел, что его возлюбленная поднесла ему чай, он был счастлив до безумия. Казалось, он выпил чай и не почувствовал его вкуса, а только стал глупо хихикать, когда Синь-Жуинь заметила поведение Ци Юнься, она почувствовала сильную головную боль. Она могла только повернуться к Ханьли и немного поболтать с ним. Она хотела расспросить о личности Ханьли, узнать, из какой он был секты или великого клана. В конце концов, культиватор стадии заложения фундамента должен был иметь какую-то поддержку. Естественно, Ханьли не был настолько наивен, чтобы легко раскрывать его прошлое, и сознательно отвечал неопределенно, уклоняясь от прямых ответов на ее вопросы. Закончив разговор, женщина неожиданно не получила никакой полезной информации. Это привело к тому, что Синь-Жуинь несколько насторожилась относительно Ханьли. С точки зрения Синь-Жуинь, даже если Ханьли так быстро помог ей, это не значило, что у Ханьли не было таких же намерений, как группы тех злоумышленников. Чтобы уберечься от непредвиденных обстоятельств, она, естественно, была настороже и беспрестанно сохраняла бдительность. «Старший Хань, поскольку вы спасли Жуинь, я сдержу свое обещание. Вы можете выбрать любое заклинание, которое я уже усовершенствовал. У меня много комплектов. Может, вы желаете взглянуть на них?» Ци Юнься наконец немного пришел в себя и заговорил с Ханьли. Ханьли слегка удивился и тут же обрадовался. Наконец он мог упомянуть проблему, которая больше всего его беспокоила.
Когда Синь Жуинь услышала это, она была поражена. Но вскоре после этого она с большой благодарностью улыбнулась Ци Юнься. Это заставило Ци Юнься начать снова глупо хихикать от счастья. Что касается заклинаний, в этом нет необходимости. У него есть другой вопрос, по которому я хочу обратиться за помощью к даосисту Синь. Если вы в состоянии помочь решить мне эту проблему, то мне более не нужна от вас никакая благодарность. Более того, я отдам вам 800-летнее духовное растение, чтобы вы могли полностью исцелиться от своей болезни. Внезапно слова Хань Ли вызвали у них сильное потрясение. Старший хочет уступить духовное растение. Когда Ци Юнься услышал эти слова, он буквально соскочил со своего места и переспросил в приятном удивлении. В этот момент он полностью погрузился в свое желание вылечить болезнь своей возлюбленного и почувствовал себя очень тронутым. Глава 278. Договоренность на полгода. Поскольку Синь Жуинь это также касалось, она глубоко заинтересовалась его словами. В конце концов, это могло помочь ее полному выздоровлению. Между тем, выражение ее лица изменилось несколько раз. Немного поколебавшись, она проговорила, кусая губы, что именно интересует старшего. «Пожалуйста, не стесняйтесь сказать мне. Если это не касается моей нравственности, я соглашусь вам помочь». Сказав это, Синь Жуинь взглянула на Хань Ли с ясными глазами. Она боялась, что Хань Ли не сможет ответить на ее просьбу. Увидев осторожность этой женщины, Хань Ли не мог не улыбнуться. Это напомнило ему о его собственных обстоятельствах в начале его пути культивации. Он также был очень осторожен и боялся, что выход на неправильный путь приведет к его смерти. «Вам не стоит так нервничать. Я только хочу, чтобы вы помогли мне восстановить транспортную формацию. Если вы сможете помочь мне ее восстановить, я уступлю вам духовное растение», — спокойно ответил Хань Ли. Он не стал уклоняться от ее пристального взгляда, а ответил на него своим добродушным взглядом. После того, как Синь Жуинь услышала это, она стала немного скептически настроенной. Затем она вдохнула, расслабилась и сказала: «Если просьба старшего действительно касается восстановления транспортной формации, то это не проблема. Я сделаю все возможное, чтобы восстановить его. Старший, пожалуйста, будьте спокойны». Изначально спокойное выражение лица девушки вдруг просияло улыбкой. Хань Ли был ошеломлен силой ее очарования. Не стоит вспоминать, что ее давний поклонник также был пленен ее улыбкой. Когда Синь Жуинь увидела странный взгляд Хань Ли, она немного покраснела, в результате она выглядела еще более милой. В этот момент Хань Ли пришел в себя и продолжил: «Честно говоря, хотя я знаю, что познания даосиста и в формировании заклинаний, безусловно, глубоки, я не знаю, действительно ли возможно его починить. Кроме того, я не могу переместить эту формацию, а могу только предоставить вам его копию. Надеюсь, взглянув на строение, вы сможете отремонтировать его». Сказав это, Хань Ли достал из своей сумки нефритовую пластину и передал ее Синь Жуинь. Она стала с любопытством рассматривать его своим духовным чутьем. Изучив это, она невольно вскрикнула в шоке: древняя транспортная формация. Когда Хань Ли услышала это, самое большое беспокойство в его сердце исчезло бесследно. Как и ожидалось, эта транспортная формация на самом деле является древней транспортной формацией. Посмотрим, сможет ли эта женщина починить его. Думая так, Хань Ли пристально следил за выражением лица Синь Жуинь. После того, как Ци Юнься услышал слова «древняя транспортная формация», он также был в шоке, и его глаза расширились от изумления. Спустя промежуток времени, который бы потребовался для того, чтобы палочка с благовониями полностью сгорела, Синь Жуинь отозвала свое духовное чутье с нефритовой пластинки и задумалась. Затем она подняла голову и искренне проговорила Хань Ли: «Это настоящая древняя транспортная формация. Кто-то на моем уровне, как правило, не смог бы отремонтировать полностью разрушенную древнюю транспортную формацию, но ущерб этой формации довольно небольшой. К счастью, я знакома с этой конкретной частью заклинания формирования, изучив несколько древних формаций. Так что у меня есть шанс починить ее». Когда Хань Ли услышал эти слова, он был готов прыгать от радости, но ее следующие слова спустили его с небес на землю. Однако эти древние заклинания редко используются, и мои исследования в них не очень глубокие. Таким образом, старший должен дать мне время, чтобы я смогла полностью восстановить конструкцию древней транспортной формации на нефритовой пластинке. Продолжила Синь Жуинь с легким смущением на лице. «Конечно. Сколько, по вашему мнению, мне стоит подождать?» «К тому времени я обязательно вернусь», — подумав, ответил Хань Ли. «Хотя я изучала древние формации в течение короткого промежутка времени, мне должно хватить на полгода».
Без малейших колебаний ответила Синь Жуинь, поскольку уже примерно прикинула необходимое время раньше. Хорошо. Через полгода я вернусь, чтобы забрать восстановленную конструкцию. Надеюсь, молодая леди Синь не разочарует меня. Когда Хань Ли услышал это, он слабо улыбнулся. В этот момент Хань Ли официально передал восстановление древней транспортной формации этой женщине, мастеру заклинаний Синь Жуинь. Оставшуюся часть дня он провел за чаем и приятными беседами в компании Ци Юнься и остальными, прежде чем попрощался с ними. Перед отъездом Хань Ли призвал их обоих быть осторожнее. Было бы лучше уйти отсюда подальше. В конце концов, наверняка будут отправлены еще люди, чтобы выследить убийц этой группы культивирования. Поскольку они находились поблизости, их было бы слишком легко обнаружить. Когда Хань Ли сказал это, Ци Юнься и Синь Жуинь переглянулись между собой и были немного смущены. Они отказались комментировать предложение Хань Ли об изменении места жительства. Хотя Хань Ли чувствовал себя озадаченным и обеспокоенным, но он не собирался причинять им неудобства дальнейшими словами и спешно улетел на своем магическом инструменте в Юэ. Столица государства Юэ, знаменитый Юэцин, это был не только самый крупный город государства Юэ, но он также располагался в самом центре страны. Дороги со всех направлений вели к нему, делая его сердцем экономической торговли всей страны. Естественно, вся земля такого города уже давно занята. Цена жилья не только была в несколько раз выше, чем стоимость в других городах, но также было много желающих заплатить эту цену, но никто не хотел продавать. В конце концов, жизнь в самом Юэцзине была символом высокого статуса. Кроме того, весь город Юэцзин был разделен на 4 района: север, юг, восток, запад. Имперский город был расположен в северном районе. Естественно, только членам королевской семьи было разрешено жить там. По всему городу был южный округ, где жили чиновники всех рангов и их жены. Пока один из них монотонно проводил половину своего рабочего времени, у них была бы возможность жить там. Если никто в доме не занимал должность чиновника, то все члены этой семьи должны были переехать в другой район. Глава 279. Роскошная резиденция Цинь. В пределах города Юэцин южный район сильно отличался от западного. Огромные, высокие дома западного района на самом деле были неровно расположенными плоскими комнатами. Все, кто там жил, были работниками низшего класса с нестандартной работой, мелкие торговцы, обедневшие люди. Естественно, часть была безработными, которые приходили из других районов после того, как их выгоняли из дома. Вдали от западного района расположились роскошные дома крупных торговцев в восточном районе. Хотя эти люди не имели никого, кто работал бы в сфере бюрократии, их величественные дома и внутренние дворы были великолепнее, чем любые другие, хотя они и не могли позволить себе жить в южном районе. Ни один из них не пощадил бы своего богатства, чтобы сделать свой дом знаменитым, подавляя дома своих соседей, чтобы получить первое место. Естественно, было несколько известных домов, с которыми никто не мог конкурировать. Мало того, что у них было огромное количество земли, которой они владели, но также их богатство и престиж во много раз превосходили другие. Люди, которые жили в этих домах, были сверхбогатыми купцами. В углу восточного района находилось одно из таких чрезвычайно богатых и влиятельных семейств – резиденция Цинь. Их резиденция охватывала более 1,5 акров. Если бы кто-то точно знал, сколько стоит земля в Юэцин, услышав это, они бы потеряли дар речи. Клан Цинь не только был неприлично богат, но и контролировал 4-ю часть медных рудников в государстве Юэ. Стоит отметить, что глава клана обладал замечательными способностями и имел должностных лиц, которые специально выступали от его имени в королевском суде. Таким образом, даже слуги этого великого и благородного клана пользовались доверием и имели большое влияние в семье, чем любые другие слуги домов. Привратник резиденции Цинь, Цинь Гуй, был одним из них. Каждый раз, когда кто-то приходил в резиденцию Цинь, чтобы встретиться с главой клана, независимо от его личности или происхождения, даже если они были чиновником, он был обязан быть вежливым даже с самым мелким слугой клана Цинь и не имел права их даже слегка оскорбить. Со временем это привело к тому, что Цинь Гуй стал очень высокомерным. Таким образом, каждый раз, когда кто-то пытался отдать дань уважения и встретиться с кем-нибудь из клана Цинь, они, естественно, должны были приносить с собой ценные подарки. В противном случае Цинь Гуй не стал бы на них даже смотреть. Он мог даже сообщать о госте спустя 3 или 4 дня. Естественно, если бы в дверь постучал очень влиятельный человек, то Цинь Гуй действовал в соответствии с обычаями и полным лояльным подчинением. Между тем, он с жаром и вниманием обслуживал своих хозяев, которые часто приходили и уходили из поместья.
Хотя многие из мастеров, которых обслуживал Цингуй, не были полностью удовлетворены им, недавно распространился слух о том, что он будет повышен до уровня внешнего управляющего и получил под свой контроль какой-то бизнес. После того, как Цингуй услышал об этом, он сделался еще более счастливым и в последующие дни чувствовал себя легким, как перышко. Прямо сейчас Цингуй сидел на табурете в прохладной тени у ворот и высокомерно поглядывал вокруг. Сегодня утром мастер клана покинул поместье, чтобы обсудить некоторые свои дела. Несколько молодых мастеров и молодых мадам также ушли со своими благородными друзьями, чтобы прогуляться по храму Чуншань. В настоящее время из женщин в поместье осталась только овдовевшая молодая мадам Бя. Благодаря этому у него появилась возможность расслабиться. Цингуй уже дремал в прохладной тени, как вдруг он услышал застенчивый голос юноши рядом с собой. «Извините, это резиденция Цинь». Находясь в полудреме, Цингуй встрепенулся от неожиданности. Он почувствовал себя крайне оскорбленным и громко вскрикнул на юношу, пока его глаза все еще оставались закрытыми: «Что ты разорался? Здесь тебе не похороны. Ты что, не видишь, что великий Гуй отдыхает?» Сказав это, Цингуй совершенно не хотел открывать глаза, чтобы взглянуть на того, кто пришел. Все его лицо выражало крайнее негодование. Судя по робкой интонации гостя, он был каким-то незначительным человеком, который осмелился относиться к нему так неосмотрительно. В конце концов, Цингуй открыл глаза и посмотрел на человека перед ним. Это был неопрятно одетый мужчина около 24 лет. Он выглядел совершенно обычно, а его тело пропахло потом. Он явно был какой-то простой деревенщина, который пришел выпрашивать милостыню. При виде этого Цингуй стал еще более высокомерным. Он уселся на стул, ничего не сказав, начал безостановочно поучать гостя, как будто нарушение покоя великого Цингуя было тяжким и непростительным преступлением. Пока Цингуй выговаривал новичка, он забрызгал своей слюной все вокруг настолько, что там можно было не поливать в течение какого-то времени. Этот деревенский юноша выглядел так, словно не понимал великого Цингуя и, казалось, не понимал, что нужно сказать. Он мог только выслушать тираду Цингуя с глупым выражением лица. Спустя долгое время Цингуй, наконец, высвободил свое кипящее негодование и прекратил словесную атаку. Затем он покосился на юношу. Казалось, он хотел что-то сказать ему и небрежно спросил: «Что тебе нужно в резиденции Цинь? Нам хватает рабочих и служащих. Проваливай отсюда. Слуги в этой резиденции не такие, как другие слуги. Мы не принимаем тех, кто имеет мутное происхождение. Вернись, когда найдешь себе покровителя». Опираясь на свой прошлый опыт, Цингуй сразу решил, что этот юноша, чья одежда была грязной и воняла потом, безусловно, человеком, который дико мечтал работать в резиденции Цинь. «Я не ищу работу. Цинь Янь, мой дядя. Моя семья сказала мне передать это письмо дяде Цину». Юноша оправился от бури словесных оскорблений. Выслушав слова Цингуя, он вынул из-за пазухи помятое письмо и, заикаясь, объяснил ситуацию Цингую. «Что? Лорд, твой дядя». Цингуй почувствовал, что у него пересохло во рту, поэтому он тут же сделал несколько глотков из чайника. Но когда он сразу услышал слова этого юноши, от удивления он выплюнул чай изо рта и переспросил у него с испуганным выражением лица. «Это? Я тоже не знал об этом. Но моя семья заставила меня обращаться к нему как к дяде Цину». Юноша покачал головой с несколько смущенным видом. Однако в этот момент Цингуй уже не смел насмехаться над ним. Если бы этот человек действительно имел какое-то отношение к его господину, тогда ничего хорошего из этого не вышло бы. С минуту поколебавшись, он осторожно спросил: «Это письмо, не могли бы вы позволить взглянуть на него?» «Пожалуйста, будьте спокойны, уважаемый сэр. Я только хочу взглянуть на него, я не посмею открывать его». Когда юноша услышал, что сказал Цингуй, он неожиданно согласился, кивнув головой. Когда он протянул ему письмо, он пробормотал: «Я изначально хотел передать это письмо вам, чтобы вы могли быстро передать его дяде Цину». Цингуй взял очень помятое письмо и сразу же осмотрел его несколько раз, очень внимательно. Простые слуги обычно не могли читать, но в детстве Цингуй провел полгода в частной школе и почти считался грамотным. Таким образом, на него обрушилась столь желанная должность привратника. Открыть лично достопочтенным дядей Цинь Янь. Когда Цингуй прочитал это, его сердце начало бешено биться. Судя по всему, это письмо действительно было написано его хозяином. С этой мыслью лицо Цингуй мгновенно изменилось. С большим усилием он выдавил слабую улыбку и сказал молодому человеку: «Молодой мастер, главы нашего клана сейчас нет, внутри находятся только его жены. Хотели бы вы передать это письмо его женам?» Цингуй тут же изменил свое поведение в отношении этого юноши. «Никак нет.
Это письмо должно быть лично открыто дядюшкой Цинь. Поколебавшись на мгновение, он решительно покачал головой. Вот как? В таком случае я должен доложить о вашем прибытии госпоже и посмотреть, как она отреагирует на это. Цинь Гуй не осмелился отпустить юношу. Если это было важным делом, а он вмешался в него, это бы не привело ни к чему хорошему. Но если он передаст этот вопрос госпоже, а она решит, что это не имеет значения, он будет в безопасности. Как давний слуга, он, естественно, знал, что делать в подобных ситуациях. Юноша с готовностью согласился. После того, как Цинь Гуй облегченно вздохнул, он поспешно отправился делать доклад молодой госпоже. Когда другие слуги наткнулись на него и увидели, что он бежал как ужаленный пчелой, они были немного в шоке. Цинь Гуй сразу же направился на задний дворе и передал несколько слов горничной, прежде чем вернуться к входу, чтобы с облегчением доставить ответ. Вернувшись к входу, Цинь Гуй поспешно сказал юноше несколько слов с улыбкой. Тут же подошла молодая, привлекательная служанка. Когда она подошла к ним, она тут же бросила несколько любопытных взглядов на юношу и передала ответ госпоже. Таким образом, юношу сначала должны были проводить в пристройку, где он должен был ждать возвращения господина, прежде чем его личность будет определена. В конце концов, в резиденции Цинь проживало много членов клана. За ним могли послать ребенка наложницы, чтобы пригласить к господину. Поскольку молодая госпожа разобралась с этой проблемой, Цинь Гуй почувствовал себя облегчение и продолжил охранять главные ворота. Спустя какое-то время молодая девушка привела этого юношу в комнату для гостей. По дороге несколько человек удивленно смотрели на него, оценивая его внешний вид. Он просто опустил голову и продолжал следовать, глядя в спину молодой служанки. Повернув голову, горничная увидела странное поведение молодого человека и усмехнулась. Она несколько раз взглянула на мужчину с сияющей улыбкой, и это показалось ей довольно забавным. Когда горничная проводила юношу в приготовленную комнату в переднем крыле, она неоднократно предупредила его, чтобы он не покидал ее, пока его не пригласят. После того, как молодая служанка вышла из комнаты, юноша тут же изменился во всем своем поведении. Глупое выражение тут же исчезло с его лица. Он был уверенным и спокойным. Я действительно не думал, что клан Цинь настолько знаменит. Невозможно, чтобы дьявольская да нацелились на них. Юноша осмотрел комнату и слегка нахмурил лоб, пробормотав несколько слов про себя. Хань Ли был абсолютно вымотан, поскольку летел сюда на максимальной скорости более 10 дней подряд, прежде чем, наконец, прибыл в Юйцин. Резиденция Цинь была заданием, которое Ли Хуаюань поручил Хань Ли защищать. Однако, когда Хань Ли вспомнил о своем мастере, его лицо непроизвольно стало мрачным. В письме Ли Хуаюань было, что мастер клана Цинь был потомком страны клана Цинь, в результате чего Хань Ли притворился нищим родственником из деревни. Это должно было обмануть резиденцию Цинь, чтобы он мог остаться здесь надолго. Хотя Хань Ли не любил притворяться нищим, но такая маскировка не требовала никаких усилий. В конце концов, Хань Ли на самом деле был крестьянской семьи в отдаленной деревне. Таким образом, ему не нужно было прилагать много усилий, чтобы хорошо войти в роль. После того, как Хань Ли изолировал комнату, он размышлял и усовершенствовал Ци, сидя на кровати. Он надеялся, что, защищая резиденцию Цинь, он сможет немного продвинуть свою собственную культивацию. Уже к вечеру Хань Ли завершил цикл совершенствования. В этот момент кто-то постучал в дверь. Хань Ли вздрогнул, а выражение его лица снова изменилось. Он тут же стал глуповатым деревенщиной. Открыв дверь, он увидел стоящего перед ним слугу. «Наш господин вернулся. Господа вызывает вас. Следуйте за мной», — проговорила слуга Хань Ли без всякой вежливости. Затем он повернулся и вышел. Похоже, Хань Ли не был достоин того, чтобы попадаться слуге на глаза. Это не было неожиданностью. Привратник Цинь Гуй был точно таким же. Как верный помощник мадам, он видел, как много обездоленных родственников резиденции Цинь приезжают каждый год, словно осенний ветер. Естественно, он особо не обращал на них никакого внимания. Этот человек решил, что господин, встретившись с ним, даст ему немного серебра, а затем отправит его обратно. И этот нищий не задержится здесь надолго. Хань Ли кивнул и последовал за этим человеком из боковой комнаты, направляясь прямо в приемный зал резиденции Цинь. В этот момент перед ним появилась изящная и великолепная дама, которой на вид было не более 40 лет. Она сидела рядом с мастером клана Цинь-Цинь-Янь и говорила о прибытии Хань Ли. Поскольку он осмелился прийти и постучать в нашу дверь с письмом, он, скорее всего, не обманщик. Кажется, он действительно был послан от старшего клана, чтобы навестить нас. Посмотрим, какая у него просьба. Если он хочет не слишком многого, то мы полностью его удовлетворим.
Не стоит прогонять этого человека и скупиться, так мы можем потерять свою репутацию. Цинь-Янь было более 50 лет, но выглядел он лет на 40, потому что хорошо заботился о своем здоровье. Выпив глоток чая, он проговорил это неторопливо. Глава 280. Встреча. Господин видит, что нашему клану не хватает денег. Но мы не можем потерять нашу репутацию. Жена, сидевшая напротив него, улыбнулась. Она воплотила в жизнь образ идеальной жены. При виде этого Цинь-Янь был доволен. Эта женщина была с ним в течение стольких лет и всегда поддерживала его решения, замечая мелкие детали, в результате чего он чувствовал себя еще более уверенным. Все вопросы касательно резиденции Цинь проходили через ее руки. Более того, ее приказы всегда тщательно исполнялись. «Господин, я уже послала людей за ним. После того, как вы посмотрите на него, я займусь этим маленьким делом». Его жена продолжала говорить нежным голосом. Услышав это, Цинь-Янь слабо улыбнулся, но пока он подумал, что сказать, слуга доложил о приходе гостя. «Господин, Цинь-Пин привел гостя. Вы хотите пригласить его сейчас? Скажи ему, чтобы проходил сюда». Недолго думая, отдал приказ Цинь-Янь и просто закрыл рот. Затем он извинительно улыбнулся своей третьей жене. «Будет сделано». Слуга согласился и не продолжал говорить дальше. Цинь-Пин вошел в гостиную с простодушным молодым человеком, следовавшим за ним. Когда юноша вошел, он огляделся вокруг, как будто ему было все чрезвычайно любопытно. Как только они вошли в зал, Цинь-Пин сделал свой доклад и тут же удалился. Единственный, кто остался, это любопытный юноша, Цинь-Янь и его жена. Когда Цинь-Янь и его третья жена увидели озадаченное выражение юноши, она не могли не взглянуть на него с понимающей улыбкой. Цинь-Янь слегка кашлянул, а потом дружелюбно сказал юноше: «Я слышал, что у вас есть письмо для старшего Цинь. Это так? Не могли бы вы передать это письмо мне, чтобы я мог посмотреть?» Юноша, Ханьли, посмотрел на мастера клана Цинь и немного колебался. С некоторой неуверенностью он спросил: «Вы действительно дядя Цинь?» «Мой дедушка сказал, что я должен вручить это письмо лично самому дяде Цинь». Когда третья жена услышала слова Ханьли, она слегка испугалась, но вскоре заулыбалась, еле сдерживая смех. Внутри главного зала для приема гостей резиденции Цинь, как мог кто-то рискнуть притвориться мастером клана Цинь? Вопрос этого мальчика был действительно забавным. Услышав это, Цинь-Янь тупо уставился на этого юношу, но потом криво улыбнулся и заговорил. Не имея лучшего варианта, он мог только сказать: «Я настоящий мастер клана Цинь». Однако, независимо от того, являюсь ли я вашим дядей, я должен прочитать письмо, чтобы подтвердить это. Цинь-Янь, похоже, чувствовал себя оскорбленным. В пределах Юйцин не было того человека, кто не знал бы о знаменитом мастере клана Цинь. Но кто бы мог подумать, что у этой деревенский парнишка действительно сомневался в этом. Услышав слова Цинь-Янь, на лице Ханьли появилось доверие, и он достал измятое письмо, быстро разгладил его и передал мастеру. Цинь-Янь, который давно потерял терпение, с трудом сопротивлялся желанию встать и схватить письмо, но сумел таки сохранить равновесие, пока не получил его. Однако он не сразу открыл письмо. Вместо этого он пристально посмотрел на Ханьли и вдруг положил письмо на стол, хлопнув в ладоши 2 раза. Хлоп-хлоп. В зал вошел седой старик в лазурной куртке. Без слов Цинь-Янь указал на письмо. Старик тут же направился к нему. Он поднес письмо к свету и внимательно осмотрел его. В конце концов, он вернул письмо на стол. «Проблем нет». Сказав это, старик поклонился и вышел. За все это время он не издал ни единого шороха, как будто был призраком. Чувствуя себя в безопасности, Цинь-Янь слабо прищурился на Ханьли, и когда он увидел озадаченное выражение его лица, он не мог не улыбнуться. Затем, без всяких сомнений, он умело вскрыл письмо, чтобы пристально осмотреть. При виде этого третья жена дружелюбно улыбнулась Ханьли. Затем она взяла чашку, которая стояла перед ней, и собиралась сделать глоток. Однако, прежде чем чашка успела коснуться ее губ, она увидела, что Цинь-Янь тяжело дышит, читая письмо. Внезапно он встал с лицом, полным крайнего и странного изумления. Господи, что случилось? Может быть, письмо подделка? Третья жена была потрясена, поспешно отставила чашку с чаем и тревожно спросила его. Нет, это настоящее письмо. Кроме того, это письмо от моего старшего, которому я оказал большую услугу. Выражение Цинь-Янь почти сразу пришло в норму, а тон стал совершенно спокойным. Затем он взглянул на свою любимую жену, как будто ничего не случилось, и стал оценивать Ханьли. «Вас зовут Ханьли?» — поинтересовался лорд Цинь.
Хотя его тон был таким же, как и прежде, третья жена почему-то почувствовала что-то неладное. Когда третья жена почувствовала что-то неладное, Ханли кивнул со всей силой. Правильно. Я Ханли. Так сказал мой дедушка. Могу я остаться здесь? Хех. Конечно. Когда я был ребенком, я видел старейшину Лихуаюань с моим отцом. Я не думал, что сегодня я встречу его потомка. Я буду обращаться с вами, как если бы вы были моим собственным племянником. Цинь Янь внезапно рассмеялся. Его громкий и ясный голос заставил слуг, которые стояли снаружи, тревожно переглянуться между собой. Они не знали, почему их мастер клана был так счастлив. Идемте со мной в соседнюю комнату и расскажите, как поживает Лихуаюань. Остальные останьтесь здесь. Мой дорогой племянник Ханли и я поговорим с глазу на глаз. Цинь Янь схватил Ханли за руку и сердечно проговорил это. Затем он утащил Ханли в боковую дверь и не пустил вместе с собой свою третью жену. Из-за этого она была сильно удивлена и смущена, она могла только беспомощно смотреть им вслед. Она никогда бы не осмелилась не подчиниться и тайно последовать за ними. В этот момент в ее голове было множество сомнений и подозрений. Ханли следовал за Цинь Янь, и вскоре они прибыли в очень тихий боковой зал. Без лишних слов Цинь Янь повернул древнюю вазу, украшающую зал. Вскоре из-за стены вдруг появилась скрытая комната. При виде этого Цинь Янь вошел дальше без малейших колебаний. Ханли, слегка улыбнувшись, последовал за ним. Хотя скрытая комната была не очень большой, она была полностью меблирована, не только столы и стулья, но и книжная полка высотой около 3 метров были в комнате. Комната казалась чрезвычайно удобной. Поскольку премногоуважаемый гость пришел из секты Бессмертного Ли, тогда вы, должно быть, культиватор. Только что в гостевом зале я был очень груб. Надеюсь, бессмертный Ханли не винит меня. Когда Цинь Янь закрыл секретную комнату, он извинился перед Ханли с почтительным выражением. Ничего страшного. Как я могу обвинять тех, кто был не в курсе? Кроме того, вы должны продолжать себя так вести, проговорил Ханли, не придавая этому особого значения. В этот момент его внешность полностью изменилась и возобновилась его уверенная, легкая осанка. Огромное спасибо великодушию господина Бессмертного. Когда Цинь Янь услышал это, он стал еще более почтительным. Затем он рядом, не чувствуя ни малейшего недовольства. В конце концов, вот что значит быть бессмертным культиватором. Цинь Янь четко это понимал. Они были живыми легендами, эквивалентными богам. Более того, без помощи этого бессмертного ли его клан Цинь абсолютно не был бы таким выдающимся и престижным, каким он был сегодня. Цинь Янь никогда бы не посмел проявить к нему неуважение в малейшей степени даже в глубине своего сердца. Почему бы вам не присесть, мастер клана Цинь? Не нужно быть чересчур вежливым. Бессмертный ли, о котором вы говорили, на самом деле мой собственный мастер, поэтому вы не можете считаться чужим для клана Ли, с улыбкой ответил Ханли. Я не посмею. Это всего лишь смертный. Как я могу быть непочтительным к бессмертному? Я лучше постою рядом. Цинь Янь неоднократно замахал рукой, отказываясь садиться. Это заставило Ханли вдумчиво пробормотать себе про себя, но он больше не давил на него. Я не знаю, что привело бессмертного Ханли в это место. Письмо бессмертного Ли упоминало только вашу личность как бессмертного. В письме не упоминалось никаких конкретных вопросов. Не могли бы вы рассказать мне кое-что? Осторожно спросил Цинь Ян то, что волновало его больше всего. Его отец объяснил ему, прежде чем он скончался, что бессмертный Ли, который очень любил Цинь Янь, появлялся только тогда, когда была опасность, и лично привлекал членов своей секты на помощь. Но с какой опасностью сейчас столкнулся клан Цинь? Ханли посмотрел на него и увидел, что мастер клана Цинь был взволнован. Еще через мгновение он спокойно сказал: «Дело вот какое. Это касается культиватора из других стран. Мы получили информацию, что...» Ханли медленно рассказал Цинь Янь, что есть вероятность того, что 6 сект дьявольского Да будут действовать против клана Цинь. Он говорил это так, чтобы его мог понять смертный. Это сильно потрясло мастера клана Цинь. Спустя полдня Цинь Янь, наконец, пробормотал: «Это. Культиваторы других стран хотят действовать против нас, смертных. Это. Как это может быть?» Мастер клана Цинь был в полной растерянности, не зная, что делать. Ханли слабо улыбнулся и спокойно успокоил его: «Мастер клана Цинь, вам не нужно беспокоиться. Культиваторы, которые собираются проникнуть в государство Юэ, имеют низкую магическую силу. Они не смогут пройти мимо меня и выступить против вашего клана.